Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 32-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске первый же рейд оказался крайне продуктивным. Я закрыл квест «Мокрое дело», часть 3 и груз X, часть 3, просто выйдя и выжив с локации. Попутно захватил флешку в административном корпусе лазурки по «Мокрому делу», части 4. Затем в восточном корпусе забрал диск Артема и закрыл квест «Мокрое дело», часть 5. Декс, Антоха, Соратник, Блакиукас, Гоша и JBR. Привет Калининграду и большое спасибо за вашу поддержку. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Так, что мы тут имеем в итоге? У меня тут фильтратор еще оказывается рабочий полностью. Медблок наконец-то 3-го уровня теперь можем поставить. Бам, красота да и только. Можем сразу же пропитальчик запустить. Запускаем генератор и запускаем производство. Поехали. Забираем водичку. И теперь можем разведцентр бабахнуть, да, 2-го уровня себе? Так точно, мне необходимы документы, разведданные точнее, по 300 тысяч за штуку, говорят. А, нет, даже дороже. Пару флешек, ёперс, это ничего такие дорогие-то. А что так? Пожалуй, я сегодня буду ходить искать эти папки. Ну, как ходить искать? Буду запускаться за дикого время от времени, запускаться на таможню, потому что там в медицине, да, в медблоке можно найти эти самые папки с разведданными. Короче, поглядим, что там есть на таможне у нас сегодня. Сегодня у меня таможенный день, и ЧВК, и Дикий будут у меня там работать. Так. Поехали. Пацаны, поехали. Едем. Времянка у трейлерного, говорят. 4-й склад, это далеко, да? Поход между скалами. И еще одно, что там было. А ну-ка, дальний угол завода. Поймать, это по мне, что ли? Ой, это на ВСРФ, слушай. Вот теперь по мне. Ё-моё. Как жить-то? Только вышел, и как раз там что-то возня какая-то. А может быть, это и нифига и не ЧВК был? Что-то как-то... Ой, блин, у меня тут... Медицина-то кот наплакал. Давай попробуем. Ай, что это такое? Слушай, да это, по-моему, какой-то ЧВК. Да, как стреляет. Ладно, он все равно мне тут мешается. Мне его либо убивать, либо не выделываться. Блин, вот где он теперь? Ага. А что, его подранил, что ли? Или Дикий его подранил хорошо? Видел, да, ЛЦУ? Напугал.
Да, это все-таки был ЧВК, я его просто без наушников не понял, где он там засел. Нормально. Но он бы все равно мне в медблоке не дал бы полутаться спокойно, так что выбора у меня, можно сказать, и не было особо. Хотел пойти с СКС, но у меня, оказывается, патронов-то БПшных нету ни черта. А, в убежище они еще вариться будут 4 часа, потому что у меня генератор был выключен, и там они не варились практически. Так, мариновались. Значит, пойдем с РПК на 45 патронных магазинах. Я обычно беру автомат Калашникова и РПК в том числе, в общем-то. На таможне у меня есть пару квестов. Это путь охотника, трофеи убить решалу и забрать золотой пистолет ТТ у него. И убить ЧВК в районе общаг на таможне. О, слушай, он мне здесь защитные флеш-накопители дает и 2 папки с разведданными в аккурат. Значит, по возможности буду либо в офис таможни, либо в медицину в первую очередь заглядывать. Если там чистоган, тогда уже можно будет идти убиваться в общаге. Да, и офис, черти знает где, и то самое, да? Медсклад, этот медблок. Лазарет. Черти знает где. Ну, пойдем в общежитие, попробуем, наверное, первую очередь. Тут же может быть и решало на заправке. Что-то я присел так нагло. На расслабоне. Окей, видно никого. Окей. Интересно, а ключи у меня есть? Что-то я... О, есть ключ. Давай в сейфе флешку посмотрим. Нормально. Вроде антиквариат, да? А лут бесполезный, как таковой. 3-4 тысячи за ячейку. А у нас же тут может быть еще ценности. Нет, нет, ничего. Как тогда сделать? В общежитие забежать? Я в общежитие, честно говоря, я в последнюю очередь бы пошел. Так как там я уже либо погибну, либо после нее сразу пойду на выход. Есть у меня ключи от кабинетов разных, комнат точнее. В том числе отмеченки. Что, его мариновать, что ли? Будем расходовать. А я, по-моему, в самом беспонтовом месте перехожу тут дорогу. Ладно, пойдет. А сам в общаге такой мылится, да? Давай, пожалуй, я сначала в медблок. Блин, его убрали, что ли, там? Был же дикий. По-моему, был там дикий. А, он живой еще, кажется. Окей. Значит, все идет пока по плану. В этом медблоке такая беспокойная территория. Часто пересекаются интересы. Нормально. А, это снайпер по мне шпилит, понял. Не отстанешь, да? Нет, не отстанет, зараза.
какой приставучий, а? Ну, я уже на месте почти. О, нам медблок. Туда и рванем. Я вот думаю, мне на эту идти. На таможню туда. Ой, запарил ты. Да отстань ты. Навыки экстремального этого прогулки. А тут вроде тишина. Ай. Как это было близко, опасно. Я вроде не лутано. Давай, наверное, сразу тогда посмотрю. Самое интересное, это что мне тут надо. Так. Здесь мы имеем энергию в чистом виде. И все. Ничего, Илья не вижу. Да нет, нету вроде ничего. Бумага. Ну, с каким шансом заспавнится это самое тогда? Папка с разведданными там, в Арконе, да? Шансы же небольшие, она же там как бы есть точка спавна, но нет никакой гарантии, что она каждый рейд там появляется. Так что я, пожалуй, туда не пойду, пойду тогда в общежитие схожу. Вроде как в спокойный рейд я попал, никаких нет этих, которые толпой двигаются, знаете. Стаки всякие. Может, чутка деньжат сейчас подчекрыжим. Морфий. 3 тюбика аугментина, нифига себе. Пойду в общежитие туда. Выход же у меня должен быть там. Ну, раз на новой заправке и здесь на базе решал и нет, хотя я не заходил на саму базу, возможно, они там где-то, да, притаились. Но обычно они выбегают на эту суету, которую снайпер там устраивает. Так что вероятно, что их там вообще нет. Здоровье 12-го стало. А это значит, что одна точка на карте осталась, где потенциально может быть решала со свитой. Ведь твою мать не допрыгнул. Без комментариев. Без комментариев. Все понятно с ЧВК. Пошли тогда за Дикого пойдем. И куда мы пойдем? Ну там можно, конечно, пойдем. В 8 вечера пойдем. Может быть, я в тот же самый рейд попаду и своего разберу ЧВК. Нет, это скорее всего не тот самый рейд. Да не скорее всего, это не он. Потому что там у меня в рейде было проведено, сколько там, 8 минут всего.
А тут до конца рейда осталось 18. Чуть-чуть промахнулся. Ну ладно. Ну давай заглянем сюда. А чё, слушай, я же дикий. Чё мне торопиться-то? В самом-то деле. Давай флехи позырим, все такое. Лута наберем какого-нибудь, да? Да? Да. Блин, или нет, это сейчас будет куча времени пройдет просто так. Ну, либо, короче, надо миллион налутать, чтобы просто купить эти папки с разведданными. Либо надо что-то делать, короче. Либо папки находить, либо квест выполнять, чтобы папки мне по квесту упали просто. Вот с таким мешочком и таким огромным... разгрузкой такой огромной. Я в лесу сейчас столько бы вынес добра. Да хотя и здесь можно. Просто здесь небезопасно. Нет уверенности в том, что я это донесу до дома, то, что налутаю. Ну, давай попробуем, что? Толково бояться в лес не ходить, что ли? Ну, кто-то уже джибошит там. Соптики. Вот это мне, конечно, досталось от этого самого, да? Дико. Около половины, говорит. Мне сейчас быстро стемнеет. Надо смотреть свои дела, какие есть, нет. Я думаю, да его просто идти отсюда. Это долгое лутание по картотекам, конечно. Есть надежда на то, что там можно что-то найти. Но это займет много времени. Я потом по темникам буду лазить. Не столько мне это неудобно, сколько вы потом... Ничего не разглядите практически. Тогда идем на ВСРФ. С ВСРФ идем в медблок. Вот от сэндовой начнем потихонечку лутать. Опять носок дырявый. Что ж такое-то? Лучше дырявый носок, чем без бронежилета, да? О! Еще и шлем теперь имеем. А это дикий, что ворона считает, стоит. Это мы возьмем. Вот это можно взять. Шанку не буду, наверное, забирать, да? О! Воу, с СКС был, братюня. А, это он уже у него забрал эту СКС-ку, да? Ну ты чудовище. Ладно, надо торопиться, иначе я ничего не успею. Полутать-то есть что, конечно, но 12 минут до конца рейда это себе такое. Склад 4, КП диких. Ворота на старой дороге. Блин, а может быть все-таки сходить туда, а? Посмотреть? Может быть я все-таки в тот же рейд попал.
Чисто теоретически. Понимаю, конечно, что это не тот рейд, но проверить хочется. Одежда, как говорится, умирает последняя. Вон типчик сидит, но он не с СКС. Кажется. А что это он на очко присел? Кто его шуганул? Нет, я в другом рейде абсолютно. Понятно. О, блин, мне свет опять выключили, гады. Ё-моё, а там аккумулятор у меня. ПС-ка у меня всего ничего там зарядки. Сегодня полдня света не было, блин. Только подрубили, час подождал, что не вырубят ли снова. Не вырубили, но только сел записывать, вырубили. Зараза. Если пропаду, не теряйте. Ну хорошо, что это хотя бы дикий. Ого, с калаша лупит там. Эх, блин, они все лутанули тут уже. Блин, ладно, что мне надо выключаться, у меня тут паника, короче, на этом, на UPS-ке. О, дали, прикинь. Чуть не выключила, мне дали свет. Нормально. Пробовать тогда того типа застрелить. Раз свет дали. Блин, или ладно, я не боец, нифига, за ЧВК одеваюсь, на 4 класс и все такое, да? Хожу, лутаюсь. На диком. Никакого оружия нормального. Хожу, воюю. Неправильно я делаю, все неправильно. Фиг его знает, что тут еще. Все лутано уже получается. И, скорее всего, база решала тоже лутано. Раз они с этой стороны шли в ту. А, ящики вскрыты все. Фу ты, ё-моё, надо было валить его. А он уже вышел на ВСРФ. Смысла там его валить, да? Удачно. Ну, на красном таймере, если они пришли, то я готов поспорить, что и вверх залутали. Да? Да, открытые ящики. Не, нечего здесь делать. Вау! Ну вот. Нет человека, нет проблемы. Ёлки-палки, чё ж так это? Сложно-то все.
На превью такое сделаешь заставку. Подумают, нифига там Рубилова, наверное, было, да? Рубилова, Мочилова, а на самом деле Диса спрыгнул криво. Вообще легкие выплюнет. Ладно, избавим от мучения этого парня. Подожди, а тут же спящий где-то был. Убрали спящего? Или он еще... Да, а, он еще дальше-то. Ладно. Ой, все, голова отвалилась. Да, я еще упаду просто. Ну, я так бездарно этого дикого профукал. Обидно. За него. Три здоровья, 3 единицы. Рыц, что мне с ним делать? Прыгнул. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Можно считать, что предыдущих рейдов никаких не было. Совершенно и благородно. С таким успехом можно было бы сразу на эту самую бежать. Да, не на базу решал. Как его фамилия? В общежитие. Эх, взял старый тертый АКМ, с которым уже не раз вылазил. Зарядил УСки, дешевый, но злой патрон. И решил просто прямиком, короче, пойти, получается, в мидблок. А, тут я даже фонарик забыл. Нормально. В медблок. Спавны есть там за НВСР, прям под медблоком. Так что я вряд ли там первый буду. А попробовать стоит. Так, и зачем мы здесь? Блин, я не вижу никаких разведданных. А бывало, что по 2 пачки сразу находил, да? Папки, точнее. Тишина. Шли в общаге тогда.
Башка болит. Без шума и пыли можешь проскочить? Или он, блин, меня же сейчас все равно заметит, я думаю, да? Нет, получается. Давай. Опа, это что такое? Я кого-то видел? Нет, по-моему, это просто машина была. Так. Ну нет никого. Похоже, что. Тут классно. Вал, смотри. Разницы нет, да? Точно. Так, решала нет. На третьем. Тоже никого не вижу. Ну, давай хотя бы флехи попробуем поискать, что ли. По сейфам пошуршим. От сейфов есть у меня ключи? 14 есть только. 20, 214 есть. Так, тут нет ключа, понял. Рублики только. Блин, я это не выложил, забыл. Тут тишина. Прям к соседям. Так, тут у нас сейф есть один. Так, времянка, проходной АЗС. Да чё вы, капец, какие 500 рублей? Похоже, настал тот момент вайпа, когда на казахстанских серверах чрезмерно тихо. Даже на таможне. Нет, вечером, конечно, будет, наверное, поактивнее. Сейчас только часов 5, рановато немножко. Получается. Прям заправку тогда посмотрим на наличие решала. И сейф, там у меня ключ есть от сейфа. Вот здесь флешку можно глянуть, кстати.
Ну ладно, чё. Спокойные рейды, да и ладно. Ходи, занимайся своими делами, да? В спокойных рейдах как раз самый вариант поискать эти папки. Я же зарядился за папками, да за решалой. Папки, флешки. Босс. О, они тут, пацаны. Они тут. Блин, как бы мне... Может, внутрь прям забуриться? Попробую. Это обычный. Нет, это, видимо, обычные дикие. Блин. Окей. Что еще? Где еще можно подумать, Диса? Где еще можно эти флешки поискать? А, стримерская же у нас еще есть, да? Стримерская там газель еще с парой компьютеров. Там флешки тоже спавнятся, здорово. Надо проверить. Бог с ней, с этой деньгой. С этими пушками. Мне сейчас в первую очередь нужны флешки. Или уже, блин, не париться, денег просто миллион накопить, да и пойти купить эти папки. Ё-моё, я чувствую это все. А почему ты? Эй, подожди. Чё руки-то трясутся? Ладно. Понял. Да вы чё, и там СКС, кругом СКС. Пацаны, я мирный. Нехороший вы, блядь, человек. Вот когда выходишь на охоту за дикими, да? Вот этого капец не хватает. Непонятных, со всех сторон стреляющих типов. Ну, я из-за кровотека тут теперь. Флешек нет. Ладно, мне еще нужны эти... Нет, не эти. Харды.
где-то по кустам там лазят. Есть ХДД. Есть СДД. Есть ДВД. Все есть. Векторовск. Ломанчики 203. А, нет, не нужен. Там нет сейфа. Заберу домой. Давай тогда мешок, что ли, набивать битком. Че стесняться, да? Чем-нибудь хорошим лутом, давай. А не вот это вот все. Да, ну. Они где-то прям под окнами тут шебуршат. Пока шуметь не буду. О, РБКСМ пойдет. Это что такое? Плюс 3. Пойдет. Excusez-moi, monsieur. Ну, обычные дикие поднимаются. Все нормально. О, фонарик нашел на автомат. Годится. Кушать не обязательно. Мы можем обойтись. А выходы у меня как раз в этой стороне, да? 300, да, в общага. Нет, в другой стороне. ВСРФ, лодка контрабандиста. А что я тут потерял тогда? Что я тут делаю? Вон он! Вон он, блядь, ебать его!
А что у него руки по швам? Сломался, что ли? Надо докинуться. Шушуть буквально. А вот это тот, кто топал там, да, похоже? Не понял. А, вот он вдоль забора идет. Вали, вали! Давай, мочи их! А ты петуха! Опа, а снайпера-то пришили? Я этого не дал. Блин, у него наверняка там какой-нибудь патрон хороший, да, 61? Ну ладно, бог с ним. Как-то я что-то даже ни выстрела не слышал, не агрился никто, да? Бам, и все, отъехал. Что у меня там? Есть лут? Вроде как. Мастячка сэкономить немножко. Да фиг его знает, сейчас челоботами тут рубиться начну. Надо домой идти. За общагами, наверное, выйду на джипе, попробую. Ой, мамочки, что тут у нас? А, нет. Ничего страшного. Четвертый класс. Некуда его применить. Вот тебе и такие вот приключения, что ли. Сейчас еще тут тайник гляну. Пойду на выход на общаге, который... Чистые, тихие рейды. Ходи, лутайся, собирай, делай квесты, да, убивай решалу. Никто не мешает, но он не спавнится, зараза такой. Не спавнится. Не хочет выходить на контакт. А вообще, на самом деле, у меня там в ящике диких, по-моему, кое-какого хлама куча целая. У меня целых 2 же тут ящика диких. Ой, ящика с хламом, не ящика диких. Думаю, что спокойно смогу сейчас его, если там ревизию провести. Я думаю, что спокойно там у меня 1 миллион будет и больше гораздо. Так что проще это все дело прикупить. Но так как тихие рейды, блин, хотелось бы еще и решалу замочить, да, что? Тоже по квестам прогресс был какой. Не появляется. Но это явно не решало. Понял, машины нет. 24 на лодку.
Хуже всего, когда ты в начале рейда заходишь, какие-то мечи. Я вот не люблю лутаться прям с начала рейда. Я люблю, чтобы какое-нибудь там задание сделал, чтобы уже все, и потом уже пошел лутаться. И чё, я вот это нашел, 2 волыны в начале в самом. И таскаюсь с ними весь рейд. Как непутёвый какой. Но если выход не будет работать, то я пойду еще в офис таможни загляну. А, я там заглянул же, я что... Подожди, или это другой рейд был? Лодка не работает. Нет, это был другой рейд, по-моему. Я вечером туда заглядывал. Но сам Тарков меня отправляет, значит, в офисы в эти, в Торкон. Ну, еще и можно будет картотеку здесь на выходе посмотреть на скрипучки, да? В картотеках же тоже флешки спавнятся. Может быть, я все-таки хотя бы флешку надыбаю. Тем более, что там в офисах есть еще и 3 компьютера. В этих компьютерах можно будет все эти кабели питания поискать. Харды и все не покупать, да? Что, место есть пока в мешке? Наверное, со скрипучки в аккурат и зайду во временку. Это не буду здесь заходить. Пока тихо. Времени в обрез, но достаточно. Для того, чтобы поковыряться тут. Дикие есть. Ну и пофиг. Пошли тогда поднимусь наверх туда. Вот с фонариком все поудобственней, да? Открываем ключом, значит, тут не было никого. Это хороший знак. Хороший. Значит, здесь разведка отсутствует. Флешка. Я готов загружать флешку. Отсутствует. Ключи на столе на полу отсутствуют. Чик. О, сушняк. Жажда имеем? Имеем. Еще и голод. Чуть можно даже подкрепиться чем-нибудь. Бумагу пожевать, например. Совсем не то, что мне нужно. Ты посмотри. Абсолютно даже не то, что мне нужно. Хотя он, по-моему, сейчас тоже обесценился и стоит там 1008 всего. О, вот это вот я бы забрал. И SSD бы я забрал.
Второй SSD в рейде. Что можно будет скинуть? Можно будет скинуть PS-ки. На их место доллары положить. Это сюда. Это можно использовать. Дома дофига его аквамарис. Что его наварить? Не проблема вообще. О, даже энергию поправил немного. Все. Красивый, счастливый, с полным мешком. Пойду на выход. 5 минут осталось до конца рейда. О, пацаны бормочут что-то. Слева там базарил. О, шлемофон. Блин, а вот это вот я бы взял. Аптека у меня уже поюзанная. Да чтоб меня. Лут один ценнее другого. Не попал. Попал. Ананасовый же тоже вроде как дает чуть-чуть энергии, да? Блин, 3 минуты, я сейчас довыделываюсь. Не успею выйти ни черта. Да вот, вот он! Ну да. У эски сложный все-таки патрон на такой дистанции даже, казалось бы. Где магазин? Так. Тут фигня всякая. Ладно, я пошел домой тогда. Рейд, конечно. Долгий получился. Продуктивный ли? Спорно. Ну, хотя бы деньжат вынесу сейчас. Что лут вроде как неплохой. На сиденье ключи могут появляться. А, тут у нас что интересного. Банк что-то есть. О, фонарик. Есть. 33 минуты и первый удачный рейд за сегодня. Я настрелял только диких и все. И ничего не нашел то, что мне необходимо было. Ни одной флешки, ни одной папки с разведданными. Что-то игре поплохело, начал продавать, но говорят, что продано, деньги я забрал, а у меня до сих пор висят предметы типа в продаже, и я ничего не могу с этим сделать. Надо перезаходить. Наскреб я все-таки деньжат на улучшение разведцентра. Уже заказал. 6 часов потребуется для того, чтобы он до 2 уровня у меня тут улучшился. Я все-таки взял, просто продал некоторые предметы из кейсов с хламом и купил то, что мне было нужно для улучшения.
К сожалению, сегодня больше не удалось мне сделать ровным счетом ничего. Я ни одного квеста даже сегодня не закрыл. Но ничего страшного, я думаю. Да и игра что-то чувствует себя не очень хорошо, барахолка что-то барахлит. Садикова 8 минут я искал, так и не нашел никакого рейда. И решил я, в общем, сегодняшний выпуск завершить. Ну а вам спасибо за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за ваши пальцы вверх, за комментарии, за бодрость настроения. Всем приятной игры, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.